АРИТА расшифровывается как отделение реанимации и интенсивной терапии. Стационар для животных можно сравнить с госпитализацией у людей в больницу. То есть туда попадают животные, которые нуждаются в постоянном круглосуточном мониторинге, в проведении дополнительных обследований, либо животные, владельцы которых не могут в полной мере обеспечить им на дому полностью ветеринарный уход. Стационар – это отдельная структура ветеринарной клиники, которая занимает важное место в работе. У нас также есть, как и в человеческой больнице, главный врач, заведующий стационаром. Также у нас есть врачи, которые 24 часа находятся рядом с животными, и ассистенты, которые постоянно помогают нашим врачам. Также у нас есть санитары, которые обеспечивают чистоту и порядок в стационаре. Каждое животное в стационаре содержится в отдельном боксе. Животные друг от друга изолированы. Мы стараемся максимально изолировать кошек от собак для того, чтобы минимизировать стрессы между животными. Также обязательно у нас в стационаре проводятся все процедуры. Это инфузионная терапия внутривенная, это введение препаратов перорально, внутримышечно, подкожно. Также обязательно происходит докармливание животных, если им это необходимо, принудительно. Обычно это происходит с помощью установки эзофагостом, специальных трубочек, которые позволяют без стресса кормить животных. Обычно к нам попадают в стационар кошки или собаки, но в связи с тем, что у нас есть специалист по экзотическим животным в клинике, к нам также могут госпитализироваться морские свинки, крысы, либо кролики. Тем, кому на дому владельцы не могут полностью обеспечить надлежащий уход. Обычно в стационар попадают животные с обострением каких-либо хронических заболеваний, будь то хроническая болезнь почек, либо хронический гастроэнтерит, то есть воспаление желудочно-кишечного тракта. Также достаточно часто в стационар госпитализируются животные в остром состоянии, будь то состояние шока, острой дыхательной недостаточности, острой сердечной недостаточности, либо пациенты, которые нуждаются в гемотрансфузии, то есть переливании крови. В связи с тем, что у нас достаточно большое онкологическое отделение в клинике, у нас также часто наблюдаются пациенты онкологов, которые проходят восстановительную терапию. Наш день в стационаре начинается с того, что обязательно происходит пересдача смены, когда врач предыдущей смены рассказывает врачу следующей смены о том, как прошел предыдущий день, какие манипуляции выполняются животному, для того, чтобы никакая информация не была утеряна. Потом мы приступаем к сбору анализов, так как у нас есть своя собственная лаборатория, анализы у нас готовятся в течение дня и достаточно быстро. Потом мы, соответственно, приступаем к процедурам. Обычно либо это инфузии, инъекции, либо принудительное кормление. У нас обязательно предусмотрены часы общения с владельцем, то есть каждый владелец в определенное время может подъехать и пообщаться с питомцем, с врачом, и также в это время обычно происходит выписка животных, которые уже не нуждаются в госпитализации в стационар. Ночью у нас также происходит постоянный мониторинг состояния. Мы постоянно мониторируем артериальное давление, температуру. Врач постоянно находится рядом с животным, не оставляет его для того, чтобы ничего не упустить из виду. Также у нас имеются специализированные кислородные камеры, которые мы используем для животных с острой дыхательной недостаточностью, с остросердечной недостаточностью, которые нуждаются в дополнительной оксигенации. Животные, которые госпитализируются в стационар, делятся по тяжести состояния. То есть это могут быть животные, которые попадают именно в реанимацию, которые нуждаются в мониторинге постоянном, им постоянно ведется измерение глюкозы, давления, температуры и проводятся необходимые манипуляции. И также есть животные, которые госпитализируются в терапевтический стационар, которые находятся не в таком тяжелом состоянии, просто нуждаются в поддерживающей терапии.